Да, сегодня очень интересная тема. У нас в техсигнале гость Владимир Каталов, генеральный директор, основатель компании Welcome. Несколько изданий на этой неделе вышли с громкими публикациями о том, как софт израильской компании NSO Group использовался для слежки за людьми через их смартфоны, мобильные устройства. Главный вопрос, что это за софт, что о нем известно, А, как он работает? вы знаете, софт это, наверное, самый загадочный из всех, с которым пришлось сталкиваться, о котором хоть кто-то хоть что-то слышал. Ну, если совсем грубо говорить, то это фактически malware. Но malware такое боевое. Его так в некоторых изданиях его так и называли, что типа там military grade malware. Это не совсем, конечно, верно. То есть это софт, да, для слежки, для какого-то удаленного управления, для слива данных. Он, собственно, легален. Ну, сам софт. Нелегальным может быть только его использование в какой-то ситуации. И действует он, ну и, собственно, начиная вот с момента установки и внедрения, достаточно интересно и сложно. Используя цепочки уязвимостей в разных устройствах, в разных системах. Максимум, что мы видели, это такая, ну, даже не документация, а описание этого продукта, как он выглядел примерно лет 5 назад. С тех пор он, конечно, очень сильно улучшился, прогрессировал, там использует какие-то дополнительные технологии, еще лучше себя скрывает и так далее. В общем, известно о нем достаточно мало. И то расследование, которое выпустило Amnesty International, оно использует, собственно, некоторые только там косвенные признаки вот на устройствах, обнаруженные того, что этот софт там был установлен. Я так понимаю, что именно был, а не установлен в настоящий момент, потому что если был бы установлен во время анализа, то мы получили гораздо больше информации. Ну, то есть вот тот анализ, который вышел, который выпустили Amnesty International, честно говоря, он мало нам что дает и мало что описывает, как именно этот софт работал и что он сливал. Есть только какие-то следы. Следы в логах, следы в некоторых системных журналах там и так далее. Причем, ну, я бы, честно говоря, я бы сказал, что анализ этот довольно некачественный. Я не знаю, вы, может быть, видели в паблике, был уже один такой вот достаточно громкий случай, он, правда, не связан, судя по всему, с НСО, когда взломали телефон Безоса, директора Амазона, самого богатого человека на планете. Там тоже было некое подобие отчета об исследовании, как смотрели его телефон, и там вообще, честно говоря, был полный фейспалм. Там были абсолютно неквалифицированные эксперты, которые что-то нашли, что-то не нашли, все свалили там на WhatsApp. Ну, это, в общем, было довольно позорно. Здесь, возможно, исследование более качественное, но нам практически не дали никакой информации. Нам просто опубликовали какие-то таблички. Ой, смотрите, вот список адресов, по которым какие-то системные процессы, которые вроде нелегитимные, куда-то что-то могли отсылать, и вот такой вот объем данных. Это, в общем, все, А что мы как, увидели. а как этот софт Да. может попадать вообще на устройство пользователя? Установка – это, наверное, самое такое сложное, хотя тоже вот некоторая информация публиковалась по этому поводу, как это может быть. Это через уязвимости, грубо говоря, в протоколах, которые открыты наружу. То есть вот сейчас мы узнали, что достаточно много дыр, ну, хотя они уже попадались и до этого раньше, через протокол iMessage, путем специально сформированного сообщения, посланного на телефон. То есть это только первый шаг, то есть это remote access, и дальше еще нужно получить еще root права и так далее. Недавно еще Apple закрыл дырку, скажем, связанную с Wi-Fi, тоже, наверное, да, слышали. То есть вначале она использовалась просто как игрушка, то есть телефон при подсоединении к сети, у которой довольно специфичный SSID, ну, он просто валился, и после этого вообще ни к чему не хотел подключаться, ни к какому Wi-Fi, приходилось сбрасывать настройки. Но оказалось, что это же вот уязвимость, ошибку, или не знаю, как это назвать, можно, ну, не то чтобы в backdoor превратить, но там может быть и remote code execution, что уже гораздо серьезнее. Но вообще цепочки используются очень серьезные. То есть это недостаточно одной дыры, недостаточно двух и даже трех. То есть нужно там проникнуть в систему, нужно вылезти из песочницы, нужно получить права администратора, ну, рута, вот. И потом еще там куча действий максимально незаметно производить. После этого еще чистить за собой всякие логи и системные журналы. Событий вообще огромное количество происходит там в системе, и много-много чего пишется. Ну, все куда-то отсылать, и потом, как еще утверждает компания NSO, не в продукте там Pegasus, есть еще и функция там self-destruct,
Причем описана она тоже так забавно, что в случае там опасности она чуть ли не сама детектит, что телефон пытаются проанализировать, и сама себя самоуничтожает, как в шпионских фильмах, да. Ну вот о технической части, к сожалению, мы мало знаем. Вот только вот по каким-то таким вот косвенным там признакам, утечкам и так Меня далее. удивило и тот факт, что по сообщениям Guardian, этот софт не требовал каких-либо активных действий со стороны пользователя. Ни переходить по ссылкам, ни открывать какие-то, загружать какие-то программы. То есть якобы это все могло происходить совершенно дистанционно и незаметно для пользователя. Что вы думаете об этом? Ну, я таких, вот, честно говоря, так я еще не видел. Ну, по крайней мере, их очень подробного описания. Понимаете, вот как я говорил, что мы практически ничего не увидели. Мы увидели таблички, в которых строчки из системных журналов, условно, вот, в которых какие-то есть там процессы. Вот этот механизм Amnesty International не описал. Вообще-то история загадочная с самого начала до конца. Я так понимаю, у Amnesty свой зуб есть на НСО. Они судились некоторое время назад с ними в Израиле и, в общем, проиграли суд. Суд счел, что они не смогли доказать, что софт НСО использовался в отношении сотрудника Amnesty. Ага, очень, очень интересно. Вы знаете, как-то это вот мимо меня прошло. Ну, возможно. Но вот сейчас, вот, честно говоря, меня не убедило. Я очень не люблю компанию НСО. Я к ней отношусь там сильно негативно. Мне не нравится то, что она делает, методы, которые она использует там, и так далее. Но, тем не менее, вот то, что было опубликовано, вообще, ну, неубедительно, честно. Вот подумайте сами, каким образом к ним попали. Там больше 50 фонов якобы зараженных. Я посмотрел тот отчет с описанием работы софта 5-летней давности. Ага. И это как-то состыкуется с публикациями 2018 года, как раз когда взломали телефон Безоса. Но раньше говорилось о том, что для того, чтобы софт установился и начал работать, собирать какие-то данные, необходимо было именно активное действие, то есть пройти по ссылке в сообщении. Да. И, в общем-то, НСО тогда как раз обвиняли в том, что она не только поставляла этот софт, но она еще вплоть до того, что она учила своих клиентов, каким образом надо составлять сообщение, которое, вот, скорее всего, будет кликабельным. Такие материалы, якобы утекшие и якобы настоящие, были как раз присутствовали по сообщению Нью-Йорк Таймс, они присутствовали в материалах дела по иску к НСО в Израиле. И в этом описании как бы сказано два момента. Первое, то, что может дистанционно устанавливаться, но сразу дается ссылка на определенных устройствах, не все это поддерживают. И в определенных случаях, например, если штатный браузер изменен, не знаю, как это связано, вы нам расскажите, тоже это может не сработать. И второй случай, когда необходимо действие. Я так понял, в первом случае через push какая-то команда подается, которую смартфон выполняет. Да, но вот эта вот часть тоже оказалась скрыта, это неизвестно. То есть я не исключаю, что такое действительно может быть реализовано. И, да, действительно это может быть реализовано. Насколько это сделано здесь, как бы никто не видел ничего. Никто не ловил телефон там до заражения и после сразу и не сравнивал, не смотрел события, которые происходили. Но вот то, что есть, там, к сожалению, очень мало информации. То есть теоретически и технически, да, такое возможно. Есть протоколы, через которые можно, но, опять же, при наличии очень мощных и очень дорогих, я бы сказал, уязвимостей пролезть телефон. А насколько возможно это массово делать? То есть в базе данных Amnesty, на которую ссылается, фигурирует порядка 50 тысяч записей номеров телефонов. Ой, эта база – это отдельный вопрос, никто не знает. Amnesty International пару дней назад признали, что они не знают толком, откуда эта база. Это вот очень смешно. Сначала, конечно, НСО начали отрицать, говорят, это вообще к нам не имеет отношения. Да, возможно, какие-то там пересечения. Сейчас Amnesty говорит, вы знаете, мы не уверены, мы вообще не знаем, но это вроде бы имеет какое-то отношение к НСО, это там список потенциальных целей, условно, да, и там некоторые из них действительно вроде как были атакованы. Но откуда он взялся, откуда он утек, опять же, вот ничего. Но нельзя такими вещами оперировать. Вот представьте, что если такие же материалы попадут в суд. Он скажет, извините, вот я не знаю, что вы притащили, а может быть, это вы сами составили этот список условно и вывесили его где-то. Да. НСО говорили о том, что таким способом, весьма условно я передаю суть. Одно из их возражений, когда они защищались от этих нападок в прессе, было
такое возражение, что порядка 100 клиентов таким способом становятся целями наших агентств, которым мы поставляем этот софт. То есть 100 и 50 тысяч. 100 это что имеется в виду? Как вы можете оценить? Насколько дорогостоящая вообще такая атака? Я думаю, что количество, целей вот таких вот атак, оно действительно исчисляется десятками, максимум какими-то сотнями от силы. Потому что каждая атака стоит, не миллионы, а, возможно, даже и десятки миллионов долларов. Дело в том, что при каждой атаке есть риск, что эти эксплойты, которые в паблике, естественно, нет никакой информации по ним, что они спалятся. И то есть на следующую жертву нужно будет, жертву так условно, конечно, в кавычках, нужно будет атаковать уже пользуясь новыми эксплойтами. Эксплойты такие хорошие, которые могут быть использованы в софте такого рода, они стоят тоже безумных денег, миллионов. Поэтому услуги фантастически дорогие, их могут позволить себе либо там только очень богатые люди, либо спецслужбы. И действительно жертва должна представлять просто огромный интерес. Никто не будет охотиться за обычными пользователями, за их карточными счетами, за их недвижимостью и так далее. Да, это говоря о скрытой установке. Это military grade, условно. Что? Это говоря о скрытой установке. Или установке по клику тоже? И установка по клику, и установка скрытая. Мы же не знаем, собственно, о политике НСО. Может быть, у них есть какие-то разные, типа подешевле установка с кликов, как обычные вирусы, к которым мы привыкли, и подороже та, которая вообще делается прозрачно. Возможно, это тоже действительно так. Но в любом случае это продукт абсолютно не массовый. Они контролируют, или стараются контролировать, куда его поставлять, кому продавать, и цели это единичные люди в мире. Я сейчас не хочу казаться политической стороны, насколько они заслуживают условно того, чтобы за ними такими не очень законными, я бы сказал, даже совсем незаконными методами следили, но факт остается фактом. Это не широкого использования софта. Отчет Amnesty породил дискуссию об уязвимости операционных систем. У части слушателей сложилось мнение, что якобы этой уязвимости подвержен только устройство на iOS. И Android как-то обходится стороной. Непосредственно Amnesty пишет в отчете о том, что мы делаем это исследование, например, iOS, потому что оно позволяет лучше документировать следы работы ПО удаленного. Это сильно не так. Меня, конечно, могут обвинить в том, что я люблю вообще такой Apple-фан, Apple-фил. Я действительно люблю продукцию Apple больше. И я считаю iOS более защищенной системой, существенно более защищенной, чем Android. Конечно, Android атакуется тоже. Там просто рынок безумно сложно фрагментированный. Есть ядро, грубо говоря, Android, которое разработано Google и которое достаточно тоже надежное и защищенное. И есть все, как говорят американцы, bells and whistles, то, что навешивают вендоры на это. И эта часть обычно сильно небезопасная. Андроиды ломают гораздо чаще, быстрее, сильнее, глубже, я не знаю, какие еще эпитеты использовать. Анализ примерно одинаковый. Очень многие вообще и базы, и подходы похожи. Есть очень близкие журналы действий, логи разных, в которых можно посмотреть активность. И снять данные с Android, так же легко или так же сложно, как с iOS. Но, опять же, тоже все очень сильно зависит от моделей. Каких-то совсем просто, на которых на каких-то моделях андроидов и легко обходится паскод и снимается дамп физически полностью. Для iOS более-менее проблема решена с моделями примерно до десятки, то есть до X. Там можно сделать полное извлечение файловой системы. Для более поздних нельзя. И, кстати, там сразу возникает еще один вопрос. Откуда вообще, какие есть подтверждения тому, что этот софт Pegasus использовался для ломания самого свежего телефона. На данный момент это 12-й с самой свежей операционной системы 14.6. Там буквально одно предложение этому посвящено, что у нас есть сведения, что этот телефон тоже был атакован. С этого телефона полную файловую систему снять нельзя пока. Это не умеет даже делать ни Celebrite, ни Grayshift. Две компании, которые известны
очень на рынке мобильной экспертизы, форензик. Как это установили эксперты, так называемые Amnesty International, сколько их народу, каким софтом они обладают. То есть они упоминают тоже там, опять же, одно предложение посвящено. Огромная благодарность там вот тем-то, acknowledgements, значит, jailbreak Checkra1 и разработчику Li by Mobile Device. Это самые такие примитивные инструменты, это даже не для анализа, это для извлечения данных, такой Checkra1, знаете, да, для старых аппаратов использования и уязвимости в бутроме для получения доступа полного к файловой системе. Вот. И там либо Mobile Device, это вообще библиотеки, которым 10 лет, которые фактически повторяют протокол iTunes. Все, больше мы ничего не знаем. Ни по каким протоколам они снимали, ни каким софтом они анализировали, там, не вручную же. Ни как они успели за там, пару месяцев проанализировать 50 телефонов. Это очень тяжелая работа, очень как бы сложная, очень много взаимосвязей в системах в обоих. Я вообще, кажется, отвлекся, просили меня сравнить так примерно iOS и Android. Но нет, ситуация примерно одинаковая по iOS и Android, так в целом, я бы сказал. И, просто, наверное, там топовые персоны, которые подвергаются таким атакам, они предпочитают iOS. Не знаю, может быть, поэтому. А так, как защищаться нет, от таких Android... атак? Во-первых, я бы сказал, что вот нашей аудитории, по крайней мере, всем, с кем я общаюсь, там, какого-то такого уровня, знаете, не супер высокого, можно вообще не беспокоиться. То есть вероятность того, что вы подвергнетесь атаками такого именно софта, она примерно 0. Вот. А дальше, все остальные рекомендации, вот, которые там обновлять ПО до последнего, да, не кликать по неизвестным ссылкам, вся вот эта вот обычная ерунда, там, поставить антивирус, особенно меня всегда смешит. То есть это, наверное, в принципе полезно какую-то там гигиену соблюдать, да, пароли не использовать по несколько раз в разных сервисах, но только против такого софта это не поможет. Это чуть-чуть, может быть, уменьшит вероятность, но не сильно. Поэтому проще, на самом деле, ничего не делать. Хотя нет, вот основные такие меры соблюдать можно, но о них можно не буду повторяться, они везде есть, во всех источниках, такие базовые вещи. А если пользователь, допустим, представляющий достаточно интерес, политик или журналист, стал целью атаки, вообще существуют технические способы защититься от таких атак? Или... Защититься нет, пожалуй, нет. Абсолютной безопасности нет. Никто не может гарантировать. Это, наверное, это лучше всего пользоваться старым телефоном, не смартфоном, а самым обычным, в котором нет ничего, кроме стандартных средств связи. И все. Любой смартфон, он, в принципе, уязвим для компании, для софта такого уровня, очень высокого. Как думаете, чем может быть вызвана такая, я не знаю, озлобленность даже какая-то технологических компаний американских против НСО? Я читал про судебный процесс по иску WhatsApp, и WhatsApp в своем иске утверждает как раз-таки о том, что устройства тысячи с лишним пользователей были взломаны с использованием уязвимости при передаче аудиофайлов. Суд проходит в Соединенных Штатах. Промежуточные какие-то решения уже были. НСО пыталась прекратить рассмотрение этого иска, ссылалась на то, что у них имеется иммунитет. Они считают, что у них имеется иммунитет, так как они поставляют свое программное обеспечение только правительственным агентствам. Позиция простая. Мы делаем инструмент, мы его поставляем только государствам, а государство их использует в соответствии со своими процедурами. Мы не должны нести ответственность за то, как это используется. Предварительно суд не согласился с этим доводом, и НСО обжаловал это предварительное решение суда, и что самое интересное произошло потом, после обжалования к процессу, о процессе высказались и в какой-то мере присоединились целый ряд крупных компаний: Microsoft, Google, VMware, Cisco. Microsoft вообще в блоге у себя злобную достаточно статью опубликовала, назвав НСО кибернаемниками и утверждая о том, что они не должны пользоваться привилегиями иммунитета, потому что когда свою работу осуществляют какие-то правительственные агентства и организации, это регламентируется строгой процедурой, законами.
это подконтрольно, так или иначе. А когда это делают частные компании, невозможно до конца проконтролировать, соблюдаются ли эти процедуры. Что вы думаете об этом? Так, вы знаете, такой длинный и сложный очень вопрос получился. Я попробую по частям ответить. Во-первых, если есть компания какая-нибудь, которая мне меньше нравится, чем НСО, то это будет компания Facebook, которая владеет WhatsApp, как известно. Вот. Это товарищи очень, очень жадные, неприятные, которые делают очень много всего тоже там нехорошего, о чем тоже как бы все знают, это не секрет, и не какая-то там личная неприязнь. Они торгуют напропалую личными данными, они собирают огромное количество информации, они обмениваются там между Фейсбуком, WhatsApp и Instagram, там, то есть уж кто бы говорил вообще, конечно, суд, иск вот там WhatsApp, это просто смешно. WhatsApp вообще очень, как, собственно, и Facebook, и как и Instagram, технически очень плохие программы, ужасно просто написаны, они и низкого качества, и не говорят там ничего там о privacy, там, и в них постоянно находятся какие-то дыры, они плохо разбираются явно в шифровании, то, кто это пишет, там, и так далее. В общем, целый такой букет к ним претензий есть. Если ближе к делу, что и как может использоваться, да, и что здесь могут сделать технологические компании, вот такой вот там наезд Microsoft, он, честно говоря, довольно странный. Что значит, что правоохранительные органы, да, под контролем? Во-первых, они не под контролем. Во-вторых, они вынуждены использовать в любом случае софт и сервисы сторонних частных компаний, в том числе и нашей, да. Вот, особенно там можно еще какие-то выстраивать теории, ФБР, там какие-то американские спецслужбы используют софт в российской компании. Это просто мы там как поставщик услуг и продуктов. Да, мы предоставляем продукт, будь то там мы, какие-то наши американские или российские конкуренты, или даже там компания НСО. Мы поставляем правительственные организации, а как она уже использует этот софт, это действительно регулируется местными законами. То есть совершенно неважно, используют они там самостоятельно написанный софт, или сами там какие-то действия производят, или используют там сторонние продукты и сервисы, они подчиняются одним и тем же регулировкам. И, в принципе, они достаточно неплохо сделаны. То есть органы следствия, они не могут там залезать удаленно в чей-то телефон, да, и обычное расследование. Но примерно такие технологии, они могут использоваться в оперативно-розыскной деятельности. Это тоже там отдельные законы есть во всех странах. И там четко описано, что можно и что нельзя. И это действительно ответственность не вендора, не производителя софта, а это ответственность того, кто это использует. А когда это использует государство, то извините, это ответственность государства. Как бы я не любил НСО, но тут они, в общем-то, правы, а крупные вендоры, там, типа того же Microsoft, нет. Я тут не на их стороне, честно говоря. Я так понял, люди в долине возмутились как раз-таки тому, что в общем-то, получается, по их мнению, НСО поставила свое программное обеспечение правительственной организации одной из стран, которое использовало в отношении граждан другой страны. То есть, тезисы, которые Amnesty продвигает, как раз-таки касаются того, чтобы ограничить предоставление лицензии НСО на поставку в определенные страны. Они этого хотят. НСО пока что пытаются успешно эти поставки, они и так регулируются, но я бы сказал, что нужно начинать не с расследований технических, таких деталей, а с расследования того, кто и как использовал этот софт и этот сервис. То есть почему-то обвиняется чисто вендор только, не было никаких попыток найти кто был там реальным заказчиком, и смотреть, имел ли он право. Да, я считаю, что это самый ключевой момент. То есть сваливать всю вину на вендору и на его технологические возможности неправильно. Возможно, там имели право они атаковать, возможно, не имели, но именно к технической стороне дела, как работает этот софт, это уже не имеет отношения. А по поводу тех же санкций, использования против других стран, тоже хороший вопрос. Конечно, его нужно, он там регулируется довольно слабо, но тем не менее, как вы знаете, очень многие
производителей софта, даже не такого условно боевого, а предназначенного просто для криминалистики. Это, скажем, компания израильская же Cellebrite, это канадская компания Magnet Forensics, это шведская компания MSAB. Они просто прекратили поставки в России вот в этом году или в прошлом. Наши эксперты теперь так и в некотором сильном напряжении, даже там текущие лицензии у некоторых клиентов перестали работать. Но это уже такая политическая часть. Ну да, это. А вообще, вы в своей работе сталкивались со следами какими-то софт НСО? Мы сами экспертизу не проводим, мы делаем софт, который даже не для экспертиз, но помогает там делать небольшую часть, там занимается извлечением данных с телефонов. Поэтому как используют заказчики, мы тоже на самом деле не всегда знаем, поэтому может попасть софт в плохие руки. Иногда нас просят о какой-то помощи, когда там что-то не получается. Иногда мы видим какие-то результаты и вот данные там извлеченные с телефона, но нет, мы не видели. Мы так высоко мы не плаваем. Я не думаю, что кто-то на самом деле сталкивался из кого мы знаем, из наших заказчиков. А исходя из описания этого программного обеспечения, что она способна делать, попав на устройство? Ну, практически все. Это вот такой большой универсальный ключ. Заходи, что хочешь, бери, что хочешь. Полный доступ к системе, когда есть root права, можно сливать любые данные, хотя, конечно, там трафик будет сразу заметен. Можно получить доступ к микрофону, к камере, контактам, там, вот, ну, практически все. Там все, считайте, там защиты системы нету уже на этом уровне. А как эти данные передавались пользователям системы НСО? А через какие-то их сервера и инфраструктуру, эту часть, вы знаете, я смотрел, честно говоря, в отчет не очень внимательно, она для меня как-то вот интерес совсем не представляет, но так же, как поработает любая там malware, видимо. Возможно, шифруют там дополнительно еще, но есть какие-то управляющие сервера, команды, ну, как бы, куда там это сливается, копится, и куда, видимо, у клиента есть удаленный доступ, чтобы все это смотреть. Как вы думаете, у НСО имеется ли вообще техническая возможность видеть, за кем непосредственно его клиент осуществляет наблюдение? Не знаю, могу только гадать. Это из серии вопросов, да, имеет ли Apple доступ к бэкапам айфонов, там, к нашим паролям и так далее. То есть, ну, понятно, что они утверждают, что нет. А дальше все зависит от их реализации. Возможно, техническая возможность у них есть. Делают ли они это в реальности или нет, но совсем, конечно, мы не можем знать. Технически это, опять же, там возможно, скорее всего, а делают или нет, это там, как говорится, вскрытие покажет. Да, спасибо. А еще интересно послушать от вас рекомендацию по, может быть, каким-то базовым настройкам или по выбору устройства вот такого рядового пользователя смартфона. На что нужно обратить внимание? Что действительно сейчас очень много разных инструкций, вплоть до пунктов об установке антивирусного программного обеспечения. Да. Кстати, в описании программы Pegaso... Особенно для iOS, да? Да-да, в описании работы Pegaso как раз есть отдельная ссылка на то, что антивирусное программное обеспечение не позволяет найти их софт на устройстве. Да. Ну, рекомендация, в принципе, довольно общая, такая сетевая гигиена. В первую очередь, ну, конечно, желательно иметь одну из последних моделей, если говорить об айфоне. Там и Secure Enclave, который является одним из ключевых элементов защиты, он тоже там совершенствуется от версии к версии. Конечно, там проставлять и внимательно следить за всеми security patches. И быть очень аккуратным с софтом. Конечно, софт обычный, который скачивается из Apple App Store, он не может получить, в принципе, там права и глубоко залезть в систему, но, тем не менее, нужно смотреть аккуратно за то, какие он, в принципе, права запрашивает, каким сервисом, там, микрофону, камере, там, и так далее. Ну, это такие общие вещи. Дальше уже, на самом деле, сложнее. Дальше касается больше, скажем, всяких там онлайн-сервисов и паролей, о том, какие должны быть пароли, как включается двухфакторная аутентификация, как ее правильно использовать. Это отдельная просто огромная тема. Вы знаете, хотя мы и работаем как бы ну, некоторые говорят, на темной стороне, да, и, конечно, не как НСО, но там
помогаем условно взламывать какие-то телефоны, хотя совершенно другими методами. Вот. Мы иногда выступаем адвокатом дьявола. У нас в блоге есть статья, которая, ну, что-то вот на тему антифорензикс, да, как защитить себя от того, чтобы люди, обладающие нашим же софтом, там получили о вас информацией, какую-то смогли там до чего-то добраться, что-то взломать. И там рекомендации мы собирали и по паролям, и по безопасности в целом, что можно, что нельзя. Это так в двух словах совсем не ответить. Либо это будет, ну, совсем уж так непонятно. Спасибо, Владимир. Благодарю вас за то, что вы уделили нам внимание, рассказали о возможностях НСО, о вашем взгляде на работу этой компании и программного обеспечения. Да, спасибо вам. Надеюсь, еще встретимся и пообщаемся. Да, спасибо.